Привет! Что за странный грузовичок у меня сегодня на стройке? Это прикольная непонятная шишига сегодня расположилась на моем рабочем столе. И в этом видео ты узнаешь, почему этот грузовичок мог перевернуться и почему он так странно выглядит. Ну и конечно же я покажу, как я построила эту модель. Меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. И сегодня мы строим грузовик IFA. Основная работа над моделью этого странного грузовичка началась с грунтовки, и я предварительно сделала парочку подспорок, и они классические для большинства моделей от ТВД. Рама, кабина, кузов и тент. Вначале эти элементы мне надо загрунтовать. Раму, нижней части кабины и тент изнутри я задую аэрографом черным грунтом от Gemscale, а кузов, тент и верхней части кабины загрунтую серым цветом. Модели от ТВД с их металлическими деталями я очень настоятельно рекомендую предварительно загрунтовать, иначе есть вероятность, что плоды вашей работы могут быть стерты простым механическим воздействием, а с загрунтованными деталями таких казусов, как правило, не бывает. А купить модели от фирмы АВД можно в магазине «Модельная лавка». Быстрая доставка и широкий ассортимент моделей, химии, расходников делают этот магазин одним из лучших. А применяя этот промокод для своего первого заказа, вы получите скидку 500 рублей. Ссылочка на сайт и промокод есть в описании к видео. Наконец-то костромичи решили начать зарабатывать не только рубли, но и евро, кроны и тому подобное. Фабричные модели от ССМ в виде чешских грузовичков давно покоряют Евросоюз. А тут они решили завоевать мир с наборами от ТВД. И это правильно и круто. И причем костромичи начали делать специальные модели для Запада. Такие грузовички, как ИФ и Шкода. И они не очень известны обывателю у нас на родине. А модель данного автомобиля заметно отличается от зилков и газончиков для внутреннего потребителя. Эта модель несколько лучше аналогичных изделий, изображающих советские грузовики. К примеру, из коробки в наборе есть передний поворотный мост, а декали субъективно, мне кажется, чуть лучше, хотя, может быть, мне так показалось. И надеюсь, что контроль качества комплектов для Европы будет на более высоком уровне, чем для нас. Еще хочу сказать большое спасибо моим спонсорам канала. А если вы хотите поддержать мое творчество, то это можно сделать через функцию спонсорства на YouTube или же через сервис Boosty, ссылочка на который также есть в описании к видео. Я строю грузовичок армии ГДР, и, если честно, я слабо помню, в какие оттенки зеленого лучше красить такие автомобили. И поэтому, пока я думаю, я начала окрашивать тент. Он должен быть, по идее, чуточку светлее. А судя по фото, которые я нашла в интернете, у грузовиков армии ГДР должен быть светлый, но в то же время очень насыщенный оттенок зеленого. А для изображения такого цвета отлично подошел бы цвет 4BO тени из набора красок для цветовой модуляции советской техники от фирмы Gemscale. Интересно, что IFA – это не совсем название марки автомобиля, как КАМАЗ, Рено или Сканья. IFA в переводе с немецкого обозначает «Индустриальная ассоциация автомобилестроителей ГДР». Это забавное именование социалистического предприятия. А буква W в индексе грузовичка обозначает город, где был спроектирован автомобиль – Вердау. А цифра 50 обозначает грузоподъемность автомобиля в центнерах, то есть 5 тонн. А буква L – город, где непосредственно серийно изготавливался автомобиль – Людвигсфельд. Это поля Людвига, если я правильно понимаю. Народное предприятие «Автомобильный завод» Людвигсфельд-завод, где осуществлялась сборка автомобиля, был создан еще в 1936 году компанией Daimler-Benz, а в 1991 году после объединения Германии вновь вернулся к своему первому владельцу. Но не ему лично, конечно. А после нанесения основного цвета я добавлю в основную краску желтый оттенок и немножко высветлю части, на которые должно падать больше света. И настало время ручных работ, и первым делом я окрашу отражатели передних фар, а потом перейду к окраске трансмиссионной перспективы. Вот какие слова я знаю. То есть я окрашу в нужные металлики двигатель, коробку передач и глушитель. Водители со стажем, работавшие на разных марках грузовичков, считают кабину немецкого производителя более комфортной, в отличие от отечественных машин, а также расположение органов управления более удобным. Также отмечается высокая надежность и ремонтопригодность IFA V50. Рассказывают о случаях, когда в полевых условиях заменяли сцепление за 40 минут. Несмотря на солидный возраст, некоторые машины до сих пор работают на просторах бывшего СССР. И хотя родных деталей уже не найти, подыскать адекватную замену, которая будет подходить вместо сломанного узла, вполне возможно. И поэтому нынешние владельцы IFA V50L не спешат с ними расставаться. Причем используют их в работе не только как ретро-автомобили. У полноприводных автомобилей IFA очень забавный способ залезания в кабину. Поскольку дверь находится строго над колесом, то под ножкой выступает сам диск, у которого есть специальные выштамповки типа
типа подножки для ног. А еще сразу под дверью есть специальная накладка для ног. Вот ее я окрашу в черный цвет. А также окрашиванию подвергнется эмблема ИФА на носике кабины. А теперь я хочу сделать раму чуточку рельефнее, и для этого я макну широкую кисточку в белую масляную краску и вытру ее почти насухо. И кисточкой в таком состоянии я пройдусь по раме, что сделает ее чуточку объемнее. Тут главное не переборщить с вытиранием и оставить немножко краски на кисточке. Так что ищите золотую середину. Я нанесла на модель глянцевый лак для облегчения выполнения приема смывки. Смывкой я выделяю рельеф и различные углубления на модели. Предварительно я смазываю вайт-спиритом детали модели, и уже по слою вайт-спирита я наношу саму смывку. Смывка – это жидкая масляная краска, и благодаря своим свойствам она должна растекаться по всему рельефу. А излишки смывки можно убрать либо кисточкой, чуть смоченной в вайт-спирите, либо же ватной палочкой, или же даже тряпочкой, тоже слегка смоченной в растворителе. А сейчас я хочу запылить покрышки грузовичка привычным мне способом, но проблема в том, что протектор у шин не так развит, как у других моделей от АВД, и поэтому грязь на этот раз получилась не столь выразительной, как мне бы хотелось. И мне нравится использовать различные методы нанесения следов эксплуатации на модель, так как она становится более уникальной и индивидуальной, а у зрителя появляются эмоции от восприятия модели как цельного образа. А для этого метода подойдут любые масляные краски, которые вы сможете найти даже и на известных маркетплейсах. А растушевываю я масляные точки кисточкой, смоченной в вайт-спирите.
А методом сухая кисть я также выделю рельеф основных частей грузовика. Это кабины, тента и кузова. А в качестве финального этапа работы над моделью мне надо загрязнить пигментами ходовую часть грузовичка до такого уровня, чтобы грязь соответствовала шинам. И вот такой странный аппарат у меня вышел из моего маленького цеха. Я очень довольна своей работой, а благодаря вот этому поворотному мосту грузовичок выглядит очень живо на полке. И надеюсь, это видео вам оказалось полезным и интересным. До новых встреч. Пока-пока. А ссылочка на магазин, где можно купить такие модели и промокод на скидку, есть в закрепленном комментарии.